В одном из видео мы уже рассматривали истоки культового Toyota Land Cruiser. Сегодня же рассказ затронет другой, не менее легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero. Внедорожник, производство которого стартовало в 1982 году, прославился простой и надежной конструкцией. Рама, рессорная задняя подвеска, жестко подключаемый передний мост и понижающая передача. В 2007 году стал 12-кратным чемпионом ралли-Дакар. 6 лет подряд выигрывал эту гонку по пересеченной местности. Этот автомобиль однозначно заслуживает уважения. Полноприводные автомобили в Mitsubishi Motors начали строить еще до войны. А вот после Второй мировой японцы не спешили выпускать внедорожники. Во-первых, внедорожники тогда использовались только армией, а за строительством японской военной техники строго следили другие страны. А во-вторых, зачем лишний раз суетиться, когда можно по лицензии выпускать Mitsubishi Jeep, собрата знаменитого Wrangler? В Mitsubishi долгое время думали подобным образом. Но к 60-м годам, когда белые конфликты припали пылью, в Mitsubishi начали подумывать о создании собственного внедорожника. Поскольку технологической базы на тот момент не было, компания решила начать с нескольких концепт-каров, основанных на Mitsubishi Jeep. Одним из них стал Pajero Concept, представленный на автосалоне в Токио в ноябре 1973 года. Технический автомобиль представлял собой знакомую всем японцам машину, на которую навесили доп. Оборудование для активного отдыха, лебедка, багажник для перевоза мотоциклов и так далее. На разработку полностью своего автомобиля ушло еще 6 лет. В 1979 году дебютировал Pajero 2 Concept, внешность и техническая начинка которого были близки к серийной модели. Свое имя будущий хит компании Mitsubishi получил благодаря дикой кошке, которую можно встретить в Аргентине и Чили – Leopardus pajeros. Поскольку кот Pajero по меркам диких котов достаточно маленький, неудивительно, что и первый серийный Pajero был компактным автомобилем. Товарный Pajero дебютировал на токийском автосалоне в октябре 1981 года. А полгода спустя, в мае 1982, начались его продажи. На первых порах Pajero предлагался исключительно в короткобазном варианте с трехдверным кузовом, который мог иметь как металлическую, так и тентовую крышу. На выбор предлагались 3 двигателя, включая турбодизель. Неприхотливый, но способный внедорожник быстро стал мировым хитом. Уже в январе 1983 года были зафиксированы первые проекты на базе Pajero для автоспорта. Чуть позже, в этом же году, Mitsubishi выпускает длиннобазный Pajero с 5 дверями и 7 посадочными местами. Параллельно дебютировала пара турбированных двигателей объемом 2 и 2,3 литра. Последний работал на солярке. Так как на некоторых языках слово Pajero имеет пикантное значение или является трудным для произношения, на разных рынках модель называлась по-разному. Montero в Испании и Америке, Shogun в Великобритании. Поскольку в 80-е компания Mitsubishi дружила с Chrysler, у Pajero в топовой комплектации был брат-близнец Dodge Raider, который выпускался с 1987 по 1989 год. Сам же Pajero первого поколения выпускался до 1991 года, пока не пережил реинкарнацию в лице Hyundai Galloper. Он производился с 1991 года по 2003. В 1983 появились первые Pajero, созданные для гонок. В компании Mitsubishi видели большой потенциал нового внедорожника. Уже в дебютном марафоне Париж-Дакар 1983 года Pajero финиширует на 11 место, годом позже на 3-м месте, а в 1985 становится абсолютным победителем в классе внедорожников. Впоследствии Pajero повторит это достижение еще 11 раз, безоговорочно доминируя в знаменитом ралли с 2001 по 2007 год. Тем временем 1991 год ознаменовался премьерой Pajero второго поколения, который сохранил узнаваемую внешность, но стал ощутимо крупнее и технологичнее. Главным новшеством стала система полного привода Super Select 4WD, совмещающая преимущества постоянного и подключаемого полного привода. Кроме нее появилась многоканальная ABS и электронно управляемые амортизаторы. А в отношении кузова остался таким же, как и был, предлагая как 3-, так и 5-дверный вариант. Устанавливались 2 двигателя – бензиновый 6G72 3 литра и дизельный 4D56 2,5 литра. В
В пятидверной версии появился третий ряд сидений, а кузов с мягкой крышей обзавелся и электроприводом. На Паджеро второго поколения существовала комплектация с регулируемыми амортизаторами из салона автомобиля, механической лебедкой за передним бампером, а также гидросистемой изменений клиренса. В 1994 году Mitsubishi создает Pajero Mini – кейкар на базе моделей Миника. Как и полагается кейкару, маленький внедорожник оснащается 660-кубовым мотором, причем как в атмосферном варианте, так и в турбированном. Автомобиль обладал снаряженной массой в 850 килограммов, а выпускался этот Pajero Mini до 2012 года. Продолжением Pajero Mini стал представленный в 1995 году Pajero Junior. По сути, это тот же автомобиль, но на удлиненной платформе Delica и с более мощными и объемными двигателями. У Junior было несколько интересных серий, в том числе Flying Pack, вдохновленная внешностью британских спорткаров 60-х годов. Изначально планировалось выпустить 1000 подобных машин, но внешность внедорожника оказалась настолько спорной, что в итоге свет увидел всего 139 экземпляров, а выпуск был закончен в 1998. Важным этапом эволюции Pajero стала модель Pajero Sport. Она появилась в 1996 и хорошо знакома всем, кто имел хотя бы поверхностное представление о модельном ряде Mitsubishi. Технически машина представляет собой пикап L200, но с двухобъемным кузовом пятидверного внедорожника. На данный момент существует 3 поколения Pajero Sport, который очень популярен среди любителей оффроуда. В Бразилии он также известен как Pajero Dakar, хотя к Дакару эта машина имеет очень отдаленное отношение. В отличие от Pajero Evolution, в 1997 году он стал результатом нового регламента в классе Т3 – ралли Париж-Дакар. Это один из самых редких вариантов Pajero, выпущено всего 2500 экземпляров. Один из самых желанных. Немногие настоящие внедорожники тех лет могли похвастаться разгонной динамикой до сотни на уровне 8,5 секунды и максимальной скоростью в 210 км в час. Все благодаря облегченному кузову и 3,5-литровому V6 мощностью 280 лошадиных сил. В 2001 году был представлен концепт второго Pajero Evolution по мотивам ралли-рейдов машины, но в серию он так и не пошел. Оригинальный Pajero второго поколения выпускается до сих пор. Спасибо китайской компании Leopard, ранее была известна как Changfeng Motor. Она продолжает обновлять свою модель Q6. А вот компактный Pajero Pinin, он же Pajero Ayo. Симпатичный внедорожник был нарисован специалистами итальянского кузовного ателье Pininfarina и оснащался 4-цилиндровым двигателем объемом 1,8 и 2 литра. Просуществовал он 17 лет. Намеки на внешность третьего поколения Pajero проскакивали еще в концепт-каре Mitsubishi Pajero Fieldguard, который был показан в Токио в 1993. Но все намеки сконцентрировались в окончательную форму лишь в 1999. Рама стала интегрированной в кузов, что позволило увеличить клиренс на 30 мм и на 50 мм опустить центр тяжести. Автомобиль стал еще массивнее, а также обзавелся трансмиссией Super Select второго поколения, которая была электронно управляемой и научилась оперативно изменять распределение крутящего момента по осям. Рабочий объем флагманского V6 вырос до 3,8 литра. Это был последний Pajero, точнее Montero, который предлагался в США. Кузов на выбор 5- и 3-дверный. Версии с мягкой крышей не было. Третий ряд сидений убрали в нишу в полу. Рестайлинг, проведенный в 2003 году, изменил обвес, передний, задний бамперы и добавил систему стабилизации. Наконец, в 2006 году дебютирует 4-е поколение Pajero, который без существенных изменений выпускается по сей день. Машине вернули фирменную головную оптику с волной внизу, а полноприводную систему Super Select 2 снабдили активной системой стабилизации и курсовой устойчивости, плюс электронной системой распределения тормозного усилия. Стали более мощными и экологичными двигатели. Дизели получили Common Rail, а бензиновый 3,8-литровый V6 непосредственный впрыск. В 2015 году модель пережила последний большой рестайлинг. Сейчас автомобиль просто ждет замены. Учитывая, что Mitsubishi сейчас держит курс на внедорожники и кроссоверы, надеемся, что ждать осталось совсем недолго. Не забывайте, что на канале есть целая серия видео о истории создания других знаменитых и не менее легендарных моделей. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии.